За границу я попал в начале 2000-х. Впервые это был конец моей школы, а учился тогда я в 22-й гимназии в Майкопе. Майкоп небольшой сам по себе, город около 200 тысяч человек. И вот представьте, что старшеклассник, учившийся в Майкопе, попадает в Англию, в Лондон. Ну, первое впечатление, какое оно может быть? Первое впечатление, что там, во-первых, все просто гигантское. Высоченные здания, сумасшедшие, все большое, все яркое, красивое, магазины эти, огромный выбор одежды, просто огромный. И не только одежды, огромный выбор всего, что только можно. В Майкопе я помню улица Центральная, Краснооктябрьская, и там был магазин Европа, небольшой магазинчик. Но это считался крутой магазин. Как бы считался крутой магазин, сувениры, подарки, все дела. Но тогда, начало 2000-х, для многих это был дорогой магазин. То есть там дорогие такие вещи. Тут я приезжаю в Лондон, а там эти сумасшедшие шопинг-моллы, гигантские просто. Красивые. Harrods, Selfridges. Это Оксфорд-стрит с ее шопинг-улицами. Но это просто что-то, это другой мир. Просто другой мир. Понятие дорого. Что это такое понятие дорого? Оно просто стерлось. То есть, когда для тебя, вот в небольшом, человека, живущего в небольшом городе, понятие дорого, я сейчас, это было давно, да, и сейчас сложно сравнить. Но вот по нынешним меркам, ты школьник, у тебя есть там 500 рублей. Ты идешь в какое-нибудь кафе, заказываешь выпить, поесть. А там ты идешь, и ты в ресторане можешь оставить 10 тысяч. То есть в 20 раз больше. И это нормально. Ты начинаешь понимать, что там для людей это нормально. Как бы я тогда не оставлял такие деньги, но я понимал, что там люди, которые живут, для них это абсолютно нормально. Родители тогда дали карманные деньги. Это была поездка в лагерь, в детский лагерь учить английский язык. Родители, естественно, дали карманные деньги на 3 недели, я тогда ездил. Карманные деньги, которые оставались, были все потрачены на сувениры. Все. Я не знаю, когда я приехал домой, набрал сувениров, тогда, по-моему, 10 1000 набрал сувениров всем. То есть, естественно, ты приезжаешь, для тебя это впервые, ты там в шоке в таком находишься. Ты каждую безделуху берешь, и ты хочешь вот всем угодить. Я вот тогда взял сувениры всем друзьям, подругам, родственникам. И, вот знаете, как это говорят, карманные деньги. Я бы сказал не карманные деньги, а багажные деньги. Все место в твоем багаже, в твоем чемодане, оставшееся, пустое, ты забиваешь просто напрочь. Вот всем, что только есть. У нас, в принципе, не было тогда, не было каких-то шопинг-улиц, вот такого, шопинг-центров крупных. То есть, если это шопинг-центр, это нельзя было назвать. Это говорит ДК, понимаете, там Дом культуры переделанный, или как они называют, Дом быта, переделанный под магазины, ты заходишь, там несколько этажей, вот типа формата ларьков, там что-то продается. Горбушка, помните? У нас было, рынок так популярно. Поехать на рынок, а туда ты приезжаешь, и там именно это шопинг как индустрия, гигантская. Вот эти вот магазины, шопинг-улицы, бренды. То есть у нас все продавали подделки, а там продавали оригиналы. И они стоили немыслимых денег, просто немыслимых денег. Ну и вот тогда я, наверное, начал понимать и отличать, что такое подделки и что такое настоящие, качественные, крутые, дорогие вещи. До этого я как-то вообще, это по барабану было. Еще один момент, который очень сильно отличался, это культура ресторанно-барная, вот эта вот тусовочная культура. То есть, когда ты приезжаешь и ты смотришь, что там, а я был первый раз в августе, это лето, огромное количество ресторанов. То есть ты выходишь на улицу, и там рестораны, бары, и все забито. Вот это вот пабы,
которые внутри гудят просто, снаружи обставлены людьми. И все вот такой вот гул стоит. Все пьют, все там гуляют, все в ресторанах. И ты понимаешь, ты подходишь такой к этому пабу, смотришь меню, как человек впервые приехавший из небольшого городка России в Англию, ты такой смотришь в меню, и ты понимаешь, что там все стоит в 10 раз дороже, чем ты привык как бы кушать, есть в ларьке в Майкопе. Когда я приехал, естественно, мы там общались, познакомились с большим количеством также студентов разных из-за границы. До сих пор поддерживаем связь с многими из них, уже лет 20. Вот не важно, сколько у тебя денег, не важно. Там всегда будут те, у кого этих денег просто в разы больше, чем у тебя. Вот сколько бы у тебя не было денег, ты чувствуешь, что все равно их мало. Там, допустим, вот как у нас там на районе, всех друг друга знаешь, все там как бы схвачено, то ты приезжаешь туда, и ты понимаешь, что ты не знаешь никого, тебя никто не знает, денег у тебя мало. Но это было так. Это было так. И я, когда приехал впервые, я всегда считал, вот все, вот туда зайти, посидеть, будет стоить столько-то. Вот нужно купить то-то, это стоит столько-то. Вот это стоит столько-то. А там были люди, которые не считали, которым было все равно. Понимаете? И ты такой, сколько же у него денег, если они даже не смотрят на эти вещи? Понимаете? Ты там можешь себе позволить арендовать какую-то комнатку в общаге, в студенческой, а люди арендовывали квартиры, огромные квартиры в самом центре Лондона, которые стоят немыслимых денег, и ты просто не представлял, как это вообще возможно. А кто-то и покупал эти квартиры. Приехал на несколько лет на учебу и купил квартиру на это время. А я там впервые попал в настоящий такой еще книжный магазин. Там все было впервые. На Пикадилли книжный магазин, который, знаете, там 6 этажей книг, просто что-то космическое, я не знаю, в книжную планету попадаешь. У нас вообще в принципе таких магазинов не было больших, любого рода. А магазин игрушек, магазин Hamleys, этажей 5, наверное, игрушек, и не просто игрушек. Там игрушки, которые стоили как машина. Вот такого рода игрушки. Супер дорогие игрушки. Все движется, шевелится, летает. Что-то невероятное. В Диснейленд попал, только вот как бы все продается. Парки. Ну, это именно парки и отдых совместно. И спорт еще. Очень сильно бросилось тогда в глаза. Я помню, что абсолютно все занимались каким-то спортом. И для меня просто было это не... Ну, я не понимал, у меня в голове эти вещи не усваивались. Люди просто, у тебя улицы, да, вот там проезжие, там, ну, не знаю, центральную улицу в городе, представьте себе, да, 2000-е, начало 2000-х. И там по этой центральной улице бегают просто в шортах люди там, занимаются спортом. Я не мог тогда себе представить, вот у нас в городе, чтобы кто-то мог бегать, просто вот выйти в шортах и бегать по центральным главным улицам. Если ты бегаешь, ну как бы ты должен на стадионе там где-то как бы идти и на стадионе бегать. А там это было массово, то есть это все этим занимались. Ну не каждый, конечно, но этого очень много было. В парках люди, и играли, занимались там спортом, играли в футбол и всякие там так далее. У нас тоже такого не было. Я не помню, вот где мы играли в футбол. Мы играли в футбол там, ну, где-то на задворках, там, да, асфальтированные были поля, в школах были вот вытоптанные какие-то поля. Вот, мы играли там в футбол. Там же, во-первых, это были искусственные, было очень много стадиончиков небольших, 5×5, были искусственные поля с искусственной травой. У нас тогда не было этого вообще. Вообще, в принципе, в городе этого не было. Там было нормально, что нужно было, ну там для искусственного поля у тебя одни кроссовки. Для поля, значит, где трава у тебя, а там вот эти гайд-парк, да, там парки, где огромное количество зеленой травы, вот этой вот
полей, идеально вылизанных. У нас, я не знаю, у нас у городского футбольного клуба не было тогда, наверное, такой травы на профессиональном поле, как там в Гайд-парке или Ридженс парк. Просто бесконечное количество полей вот этих, где ты можешь играть в футбол с этой классной травой, на которой ты можешь лечь как на ковер просто и лежать, кайфовать. И под все разные кроссовки. У меня были одни кроссовки в течение там, не знаю, всей школьной жизни. Одни кеды, в которых я играл. И в парках, помимо там спорта, да, люди там ходили на пикник, там огромное количество людей было, которые лежали на траве. У нас тогда не было такой культуры. Мучает ли ностальгия за границей? Да, бывает, мучает. И часто есть те ребята, кто и плачут, девочки там, плачут вечерами. Есть те, у кого какие-то отношения были в своей родной стране. И, конечно, там перезвоны, общение. Особенно, когда возвращаешься вечерком с каких-нибудь мероприятий, с посещения музея Мадам Тюссо или с футбола вечернего. Принял душ, покушал и пошел в свою комнату. Конечно, навеивают мысли такие. А вот там же мой двор, там же мои пацаны, девчонки, которых я уже знаю фиг знает сколько лет. Вот. И скучаешь немножко по тем общениям, по ржачу вот этому в своем дворе, по прикольчикам всяким, шуточкам, посиделкам на лавке, обсуждениям В-класса, Г-класса, М-класса. Каких только там классов нет. Вот поэтому немножко скучаешь. Заканчивается у тебя учеба, и ты такой перед вылетом обратно домой обнимаешь своих новоиспеченных друзей, испанцев, французов, и всплакнуть хочется, потому что не знаешь, когда в следующий раз вообще увидишь этих классных и интересных ребят. Возвращаешься домой, приезжаешь с сувенирами, с подарками, идешь во двор и раздаешь там друзьям, корешам, что привез, туда-сюда. Естественно, в твою сторону отпускают массу шуточек очередных, что кинул корешей, уехал в свой Лондон и так далее. Я думаю, что те, кто ездил, те, наверное, понимают. Вот возвращаешься в свой двор вот этот, и все начинается по-старому. Все начинается по-старому. И ты такой, раз на минуточку, такой, блин, а я снова хочу в Лондон, понимаете? В чем нюанс, в чем загвоздка? То, что у нас говорят плохое отношение к русским за границей, это миф. Скорее всего, относятся с большим интересом. Когда узнают, что ты, скажем, из какого-нибудь небольшого города, где-нибудь неизвестно где, то им становится еще более интересно, потому что они ничего не знают, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Они никогда не слышали о том, что существуют такие города, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск или Майкоп, не дай бог. Интересно еще больше, они начинают у тебя узнавать, как там, что там, и так далее и тому подобное. И, в принципе, относятся все очень доброжелательно и добродушно. Там есть еще такой момент, что если ты, к примеру, пришел в какой-нибудь пабчик, ресторанчик, то там абсолютно нормально, что с тобой может начать общаться незнакомый человек. Абсолютно нормально. И абсолютно нормально, что с этим незнакомым человеком за кружечкой пива можно провести весь вечер, болтая, там, к вам подтянется потом еще кто-нибудь, кому покажется ваш разговор интересным. Всем было абсолютно пофиг, как ты выглядишь и что на тебе надето. Находясь в огромном городе, ты как бы в толпе вокруг огромного количества людей, и всем пофиг на тебя. Как бы ты ни выглядел, что бы на тебя не было одето. Вот выйди ты зимой в шортах, плевать всем будет. Девочки приходят не накрашенные в спортивных костюмах, в каких-то серых штанах, в тапках каких-то, придут в школу, университет, абсолютно нормально. И всем все равно на это. У нас, не знаю, как сейчас, но раньше, по крайней мере, все в юбочках, все надеты, все на каблуках. Там было не так это все.